Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами мы уделим внимание изобилию. Поговорим, как же правильно жить по законам изобилия, чтобы ваша жизнь была яркой, интересной и благополучной. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной, нужной и интересной информации. Всем приятного просмотра! Вы знаете, очень важно в нашей жизни, когда наша жизнь полная чаша. Есть любящая семья, есть прекрасная, хорошая, высокооплачиваемая работа, есть свой дом или есть своя квартира, когда хорошие отношения с людьми, так, есть счастье, стабильное материальное положение. Можно еще много чего перечислять, что важно для человека. И чем больше всего этого есть в жизни человека, чем чаша получается намного полнее. Но эта энергия появляется не возле всех людей, ведь обращаться с ней нужно правильно и соответствовать нужно определенным правилам, чтобы этот энергетический поток открылся именно вам. Потому что изобилие само по себе это, конечно же, многие скажут, растяжимое понятие. Но изобилие – это в первую очередь энергия, которую мы с вами должны научиться управлять и работать. Многие люди не видят энергии. Так устроен наш мир, что у нас все задействовано на материальном мире. Мы понимаем, что такое квартира должна быть, сколько квадратов, на каком этаже. Или мы понимаем, что такое, например, сумка Прада. Да? То есть мы понимаем в материальном мире, что это значит. Но такое понятие, как изобилие, оно состоит из многих составляющих. И, как правило, мы этих составляющих на энергетическом плане не видим. Обращаем ваше внимание, что изобилие любит уверенных в себе и в своих действиях людей, которые, если решают что-то сделать, они обязательно доводят это действие до конца, даже если на пути встречаются и некоторые проблемы. Вы можете обладать правильным мышлением, но зная, что трудности, с которыми вы столкнулись, они временные, и они скоро закончатся, а им на смену придут только новые светлые моменты. Если вы любите свою жизнь, если вы не дорожите и используете каждый прожитый час себе во благо, вы с удовольствием встречаете новый каждый день, то знайте, эта энергия придет к вам. Вы любите свою семью, вы стараетесь уделить ей как можно больше времени, подставить свое плечо в нужный момент, радоваться вместе и грустить также вместе. Это приведет не только к крепкой семье, но и к дому, который будет наполнен изобилием. Энергию изобилия также привлекают люди, которые ведут здоровый образ жизни, не имеют вредных привычек. Ведь такие привычки, если вам такие привычки присущи, значит вы не дорожите собой и не следите за своей жизнью. А это означает, что вы и не умеете правильно жить. А энергия изобилия окружает людей, как мы говорили, только те, которые любят свою жизнь и дорожат ней. Если вы не сидите на диване, а ведете активный образ жизни, вам постоянно хочется находиться в движении. Вы открываете перед собой все новые и новые возможности. Вы добиваетесь новых и новых вершин. У вас нет времени жалеть себя и впадать в различные депрессии. Вы осознаете и понимаете, что вам не хочется тратить на это свое время, ведь вы знаете, что вокруг много всего прекрасного и у вас много всевозможных занятий. Вы любите природу, никогда не мусорите. Вы умеете, гуляя на улице, на природе, в парке, вы умеете подпитываться сильной энергетикой планеты. Вы можете взаимодействовать с ней. Это действие привлекает к вам не только энергию изобилия, но и другие положительные энергии. Вы умеете озвучивать свои желания, вы умеете их правильно формулировать, поэтому они быстро воплощаются в жизнь. А вы радуетесь этому и тем самым запускаете очередной положительный поток, который притягивает изобилие, и благодаря этому со временем новое ваше желание воплощается в жизнь. И так происходит постоянно, поэтому ваша жизнь всегда будет полной чашей.
Также вы хотите постоянно узнать что-то новое. Вам нравится не стоять на месте, а развиваться, расширять свой кругозор. Вы делаете это не для кого-то, а делаете вы для себя, так как хотите знать и понимать многое. Вы любите путешествовать. Вы черпаете из любого путешествия вдохновение и притягиваете к себе в это время различные светлые энергии, которые помогают вам двигаться постоянно вперед. И делаете это вы не потому, что так нужно или кто-то из ваших знакомых где-то был, а потому, что вы этого хотите, потому что для вас это очень важно. Вы любите свою работу, которая у вас есть. Вы получаете от нее удовольствие, и, возможно, перед этим вы долгий период ее искали, и было это для вас непросто. Но вы не останавливались на первой попавшейся, а добивались желаемого, найдя то, что вам нужно. И вы теперь каждый день, приходя на свою работу, вы испытываете радость. Ваш день проходит легко, непринужденно, а на любой работе и успехов, на любимой работе и успехов добиваться гораздо легче. Вам присуще и позитивное мышление. Вы во всем видите только приятные светлые моменты, и положительные энергии любят вас. Поэтому вы полностью заполняете свою жизнь. Про таких людей говорят, что они успешны везде и всегда. И для того, чтобы изобилие никогда от вас не ушло, обязательно живите по таким законам. Вы должны уметь поделиться с тем, кто в данный момент в чем-то нуждается. Это может быть самые простые обыденные вещи, например, еда, одежда. Возможно, иногда нужен какой-то простой совет, которым к вам обратился человек. Если вы будете делать вид, что ничего не замечаете, что хуже того, что вас это не касается, так как определенный человек недостаточно близок к вам или вы с ним не знакомы, знаете, изобилие уйдет от вас. Когда вы делитесь чем-то с окружающими вас людьми, вокруг вас происходит постоянное движение энергии. То есть энергия не застаивается. А вы знаете, что что-то, что мы отдаем с чистым сердцем, с открытой душой, к нам возвращается всегда в большем объеме. Только дав кому-то что-либо, вне зависимости, совет, одежду, возможно, бабушке вы сегодня дали ей денежку или угостили ее булочкой с вкусным чаем. Это не значит, что завтра вы должны ждать этого. Вы знаете, жизнь настолько она интересна, что к вам возвращается в тот момент, когда действительно это вам необходимо и вам нужно. При этом в этот момент, когда вам тяжело, когда у вас, возможно, уже начинают опускаться руки, в вашей жизни могут появляться люди, события, звонки, которые могут изменить вашу жизнь и при этом кардинально. Поэтому вы всегда должны быть добрым, позитивным, душевным и положительным человеком. Чем больше этих посылов вы излучаете, тем в большем количестве получаете их обратно. Потому что мы с вами притягиваем обратно то, что мы отправляем. Отправляем людям, отправляем в космос, в Вселенную. Поэтому никогда не думайте и не делайте ничего плохого. Негатив не нужен в вашей жизни. Окружая вас, он ставит блокировку для нужных энергий. Знаете, вот как мы ключом закрываем дверь и все. И тогда энергия изобилия к нам уже не попадает. Вы должны обязательно настроиться на изобилие, на то, что вы готовы, что оно придет в вашу жизнь, и что это вас не изменит в худшую сторону. Это очень важно, что вы так и останетесь достойным человеком, который будет нести любовь, радость и все самое наилучшее в этот мир. Вы должны принять изобилие, когда оно войдет в вашу жизнь и когда будет постоянно больше и больше вас окружать. Но не забывайте благодарить за все то хорошее, что происходит в вашей жизни. Так вы никогда не прервете поток изобилия и никогда не будете в нем нуждаться. Вы знаете, это не громкие слова, это действительно тот опыт, который был принят и был проверен на многих людей. Как только человек начинает притягивать негатив, он с этого негатива уже не может вырваться, потому что у него появляется депрессия, апатия, ненависть к чему-то, злость. Даже вы, когда смотрите телевизор и смотрите новости, когда вы видите, что там то-то, вы таким образом определенную программу негатива подхватываете к себе. И представляете, когда вы каждый день слушаете одно и то же, что там плохо, что там
невыносимого, нехорошо, вы начинаете верить уже. То есть, возможно, вы не осознаете, но ваш мозг уже начинает в это верить. Поэтому, пожалуйста, старайтесь всегда быть на позитиве, всегда слушать только хорошие новости. Если видите, что изо дня в день повторяется какое-то нехорошее событие, убирайте его из своей жизни. Не разрешайте программировать себя, не разрешайте программировать свой мозг. Это очень важно. Помните о том, что управлять энергиями не просто, как кажется на первый взгляд, но человек, который хочет этому научиться, сможет это точно сделать. А сделав, каждый день будет точно улучшать свою жизнь и наполнять ее только хорошим. Используйте эти простые правила. Будьте, пожалуйста, человеком, который несет позитив, который несет любовь в этот мир. Не стремитесь, чтобы вам кто-то был должен. Не стремитесь к тому, что вам все должны с вами общаться, обсуждать и лелеять вас. Нет, вы должны принять то, что вы индивид, вы человек, который самодостаточный, который может иметь все и имеет все, что он пожелает. Посмотрите фильм, друзья, «Куда приводят мечты». Там очень четко показана визуализация человеком. И только если мы с вами будем работать, то мы сможем в этом материальном мире осуществить то, что мы хотим. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами услышимся уже в следующем видео.